Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, сравнивает ли ваша женщина или же бывшая женщина вас с другими. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Итак, какая женщина сегодня к нам пришла? Пришла женщина, которая такая по жизни очень активная. Она совсем не домоседка, она постоянно куда-то мчит, бежит. Ей что-то нужно делать. Она может делать 10 дел одновременно. Женщина, которая по своей сути либо же имеет очень сложный такой взрывной, вспыльчивый характер, очень непростой у нее характер. С такими женщинами очень тяжело жить. Очень сильная, волевая. Она скорее такой, знаете, вот мужчина в юбке. Она привыкла, чтобы все было, как она сказала. Она может стукнуть кулаком по столу. Она может вот заправлять всем, понимаете? Вот она такая вот считает себя по жизни, что она всегда права. Она всегда справедлива, вот правда на ее стороне. Вы всегда во всем виноваты. И, конечно же, с этой женщиной вы, скорее всего, сейчас не вместе. Ваш жизненный этап с этой женщиной подошел к концу. Итак, давайте посмотрим все-таки, как она поживает и сравнивает ли она вас с другими. Женщина, очень любящая считать деньги. Деньги у нее в приоритете. Женщина, которая постоянно, знаете, вот обвиняет кого-то. Она любит, когда оправдывается перед ней. Она любит унижать других людей. Женщина, которая любит делать больно другим. Это может быть даже не только вас касалось. Она могла быть и на работе такая, вообще может быть с другими людьми. Сейчас вот у нее как-то жизнь, вообще ее жизненный этап вот данный, вот подвис. Вот у нее застопорились события. Она как-то вот, знаете, погрязла в своих каких-то заботах, проблемах. Личной жизни как таковой я не вижу. Она сама же себя и сделала, грубо говоря, своим характером. Она отталкивает мужчин, от нее все просто бегут. Так. Знаете, у нее даже в мыслях иногда вам может быть позвонить. Кому-то из вас, может быть, она периодически звонит, либо же пишет, да. Потому что вот у нее сейчас такое, знаете, вот несчастное, вот разрушенное состояние. У нее безумно разбитое сердце. У нее не складывается без вас личная жизнь. Да, был период, когда у нее были мужчины, может быть, даже не один. Она гуляла, кутила, да, она, ну, то есть опустила вас ниже плинтуса своими вот этими изменами, враньем и так далее. Сейчас у нее личная жизнь, ну, никак не складывается. Она вот пытается что-то слепить, какие-то отношения, как-то где-то зацепиться за какого-то мужчину, но ничего не получается. Вот ничего. Она ищет себе вот императора, она ищет себе статусного мужчину, обеспеченного. А такие мужчины очень быстро ее раскусывают, ставят на место, и они же ее опускают. То есть она бумерангом получает все, что она заслужила, все, что она делала с вами. То сейчас мужчины делают с ней. У нее сейчас очень нехорошая черная полоса. Ей очень хочется стабильности, а у нее в жизни одни неприятности, одни какие-то вот конфликты. Посмотрите, у нее она сейчас просто вот какое-то, может, даже депрессивное состояние. Вот она хочет шиковать, она хочет быть королевой, но у нее нет денег, у нее нехватка денег. Она, знаете, вот даже по жизни вот выбирает тех людей, которые ей выгодны. Как правило, это обеспеченные люди. Итак, сравнивает ли она, либо же раньше сравнивала вас с другими мужчинами? Так, конечно же, она всегда сравнивала вас. Она поняла, что раньше это было совсем по-другому с вами. Она поняла, что раньше она была в какой-то вот в любви.
в заботе, в стабильности. У кого-то эта семья проигрывается у вас была, да. Раньше она была по-настоящему любимой, когда вы все в дом, все для нее, все ради нее. Сейчас у нее этого нет. И все мужчины, с кем она вас сравнивает, проигрывают. Вот по сравнению с вами проигрывают. Она сама вот пытается как бы напиться и забыться, да, вот уйти от своих негативных мыслей за рюмкой чая, как я говорю, да. Она пытается не вспоминать прошлое, потому что ей больно. Она понимает, что она натворила, она вас обидела. И теперь ей плохо от того, что, ну, как бы саму себя обвинять не очень-то приятно, да? Это еще больнее, когда понимаешь, что ты же сама все натворила, ты сама оттолкнула человека, который тебя боготворил. Ты сама оттолкнула человека, который пылинки с тебя сдувал, да? И поэтому вот это вот сравнение, это совершенно не в пользу тех мужчин. Да, она вот волей-неволей, она сравнивает. Видите, у нас выпал кубковый и король, и королева. Была любовь, было счастье, да, когда-то. Сейчас полнейший тупик. Полнейший. Как жить дальше? С кем жить? Кто будет денежку давать? Кто будет кружить? И так далее. У человека сейчас полный капец. Так. Женщина еще и привыкла манипулировать. Ей безумно хочется любви. Я вам даже больше скажу. Она в мыслях допускает примирение с вами. Вот даже спустя большое время, которое уже прошло, может быть, после разлуки вашей, вот она для себя, так знаете, вот мысленно думает, что вот если бы все вернуть назад, да, вот если бы помириться, если бы все наладить, вернуть на круги своя, она, может быть, уже и не сделала бы то, что раньше. Но уже после драки кулаками не машут. И сейчас она не знает просто вот страхи, комплексы, сомнения. Она не знает, как ей жить дальше. Она злится на саму себя сейчас. Вот она злится. Она глубоко в душе, она обвиняет сама себя, вот что я такое натворила, что я накосячила, да, я такого мужчину потеряла, вот как же я такая глупая, как я могла это сделать. То есть сейчас у нее, знаете, вот ситуация, когда не позавидуешь. Вот, да, она вспоминает, посмотрите, как был достаток, была любовь, были отношения, либо семья, да, как было классно тогда. И как она сейчас оказалась, вот как в сказке, да, старуха у разбитого корыта. Она не знает, что ей делать. Как таковой личной жизни особо нет. Это какие-то временные проходящие, которые очень быстро ее могут бортануть и все. Это мужчины, которые ее на раз-два раскусывают ее характер, ее любовь к деньгам. Они прекрасно понимают, что их хотят использовать. То есть женщина за что боролась, на то и напоролась. Бумеранг ей прилетел и прилетел очень больно. Поэтому вот такая вот ситуация. Сравнение идет. Сравнение такое вот с сожалением даже. Поэтому прежде чем что-то сделать, я всегда говорю, подумай 100 раз. А ты готова какое-то там 5-минутное время, проведенное с мужчиной, ну, грубо говоря, 5-минутное, да, променять на человека, который с тобой рядом, который живет для тебя, который вкладывается в тебя, все делает для тебя, да, вот стоит ли это все ломать ради каких-то минут удовольствия, да, может быть, лучше наладить со своим мужчиной отношения, даже если они там испортились, либо же не ладятся, да, в принципе, в каждой семье бывают какие-то конфликты, да, какие-то терки. Может быть, со своим человеком, которого ты уже много лет знаешь, а тем более, если ты много лет живешь, если дети связывают. Может быть, с ним нужно как-то сесть и поговорить. Давай все менять, давай как-то подстраиваться, давай искать компромисс, да. Ну, а если женщина выбирает 5-минутное удовольствие, то извините, тогда напрашивается вопрос, а нужен ли ей муж? А нужны ли ей вообще семья, дети, отношения? Если она променяла вот на чужие жезлы, грубо говоря, да,
если она меняет своего мужчину, который ее боготворит и носит на руках. Поэтому жалеть за такими женщинами, я думаю, наверное, не стоит. Хотя да, конечно же, легко говорить. А попробуй выбросить все эти годы из жизни, да, попробуй выбросить все эти чувства, любовь к женщине. Конечно, я понимаю, что это очень тяжело. И для этого должно пройти большое количество времени. У всех это по-разному. Кто-то быстро отходит, кто-то годы отходит. Это нет определенного срока ни у кого. Поэтому вот так вот, дорогие мужчины. Сейчас она жалеет за вами, за упущенными моментами. Но уже все, поезд ушел, и уже ничего не вернуть назад. Вот такой немного грустный расклад сегодня получился. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока!